Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь поистине уникальный хлеб. Сегодня он практически не встречается в продаже, но раньше был довольно-таки популярным. Это хлеб пеклеванный. Иногда его называют хлеб пеклеванный, потому что происходит он от слова пеклевать, просеивать. Хлеб пеклеванный вырабатывают из смеси муки ржаной сеяной и пшеничной высшего сорта формовы массой 800 грамм и круглой формы массой 950 грамм. Название хлеба пеклеванного происходит из 18-19 веков. Пеклеванным в это время в России назывался хлеб, который выпускали из муки, прошедшей пеклевальную установку. До этого весь хлеб пекли из цельной муки, то есть из муки, которая непосредственно смалывалась при помощи жерновов на мельнице и была не очищенной. С 18 века муку стали разделять на фракции и делали это при помощи пеклевального устройства, которое могло давать до 6 различных сортов муки. Таким образом, с 19 века любая мука, которая поступала с мельниц, проходила процесс деления или пеклевания и, соответственно, была пеклеванной. В связи с этим постепенно слово «пеклеванный» утратило свое значение, так как вся мука была в той или иной степени пеклеванной. В советское время пеклеванной мукой, из которой затем пекли пеклеванный хлеб, называли мелко размолотую и просеянную ржаную муку. Самый тонкий помол носил название пеклеванная мука или пеклеванка. То есть пеклеванный хлеб – это нечто среднее между пшеничным и ржаным, причем без отрубей. Как мы видим, тесто для пеклеванного хлеба похоже на пластилин или мокрую глину, поэтому работать с ним нужно обязательно смочив руки и рабочую поверхность водой. При формовке хлеба стоит быть очень внимательным и аккуратным с той целью, чтобы конечный продукт у нас получился красивым. Ржаной хлеб отличается тем, что все недостатки при его формовании будут видны на готовом хлебе. То есть любые неровности, трещины, углубления, все они остаются на готовом хлебе, в отличие от пшеничного хлеба, который значительно развивается в объеме и корректирует возможные недостатки формовки. На ржаном же хлебе все изъяны так и останутся на конечном изделии, поэтому желательно быть внимательным. Расстойка должна быть полной. Перед посадкой в печь заготовку следует обрызгать водой. Выпечка без пара. Понять, что заготовка готова к посадке в печь, можно, посмотрев на ее поверхность, а именно на поверхности ржаного хлеба появятся несколько пузырьков. Эти пузырьки воздуха и есть четкий сигнал того, что заготовку нужно сажать в печь. Для придания дополнительного глянца корочке хлеб за 3-5 минут до окончания выпечки необходимо сбрызнуть водой из пульверизатора. Как и любой хлеб с большим составом ржаной муки, он должен созреть. Для этого я заворачиваю его в кухонное полотенце и оставляю на
кухонном столе на ночь. Мякиш у хлеба пеклеваного упругий, не влажный и при легком нажатии пальцев легко возвращается в форму. На мой взгляд, это очень вкусный хлеб и очень универсальный, так как он подойдет к самым различным блюдам, причем не только к обеду, но и к чаю. Если вы нашли это видео полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!